Я рада вас приветствовать на своем канале «Жизнь прекрасна». Сегодня у нас с вами 3 варианта мысли, чувства, действия вашего мужчины. Загадывайте своего мужчину, представьте его, задайте ему мысленно вопрос, представьте, какую цифру он вам укажет, 1, 2 или 3, да? Давайте. Первый вариант, второй. Третий. Первый вариант. Мысли мужчины о вас. Человек хочет вас вернуть к себе, девочки. Во-первых, он вас хочет вернуть, во-вторых, он хочет как-то вас подавить. В плане того, что хотел бы быть главным в отношениях, хотел бы, чтобы вы были зависимы от него. Он хочет руководить этими отношениями. Он хочет диктовать правила. А вы, чтобы поддавались и слушались его. Какой-то он здесь, знаете, злой, ревнивый. А вы манящая и притягательная. Вы здесь растерянная. Может быть, его поступками вы как-то растеряны. Что еще в его мыслях о вас? Так, ну, чувства есть. Но вы знаете, на этой колоде король воды... Это тот еще у нас такой тип, что я вам сказать. Ну, во-первых, самодовольный. Во-вторых, очень эгоистичный. В-третьих, он здесь как бы, ну, не способен, что ли, на подвиги, на какие-то такие искренние чувства. Что он думает о вас? Но здесь вполне вероятно, что между вами расстояние. По пятерке воздуха он тянется к вам. Но то ли вы переросли эти отношения, то ли вы его не хотите замечать, может, он вам и не нужен, по большому счету. Но как-то вы его не видите. Может, не реагируете на его действия, на его предложения так, как ему хотелось бы. Вы немного отстраненные, и вы вообще как-то отвернулись от него по этим картам, девочки. Что еще он думает? Ну, вы знаете, да, он как бы... То ли закрывает свои чувства, скрывает их, а может, он их еще и подавляет, свои чувства к вам. Он вас видит, вы красивая, манящая, притягательная, где-то вполне вероятно мелькаете у него перед глазами. Может быть, в социальных сетях часто видит ваши фотографии, может, видео, что-то вот, что-то такое, да. А если работаете вместе, то просто вас часто видит. Видит, знаете, восхищается вами, наблюдает за вами. Видит, что, ну, вы пользуетесь вниманием, что мужчин, да, что много внимания вам от других мужчин, а в себе он как-то подавляет чувства. То ли сейчас он не готов к отношениям, но как-то он отстраняется. Давайте посмотрим чувства его к вам. Но здесь больше как платоническая любовь, девочки, выходит. Он вами любуется, да. Вы для него какой-то шанс такой, знаете, недостижимая цель. Ну да, как-то вы его переросли в этих отношениях. Он мелко плавает.
Он не дотягивает до вашего уровня, понимаете? Он остался на том же уровне, а вы уже этот уровень преодолели и стали на голову выше, а то и на 2. Вы ему очень нравитесь, вы его, как бы, знаете, будоражите. Ну, из чувств мечтает о вас. Какая-то вы далекая для него. Как-то он страдает, вы знаете. Может, у вас и было что-то, но мы сейчас туда не смотрим, да, в прошлое. Но он сейчас сидит, как будто у разбитого корыта, как будто потерял вас. Все разрушено. Давайте посмотрим его действия по отношению к вам. Но он считает, что здесь от вас все зависит. Что отношения будут такими, какими вы захотите. И вообще, если вы захотите. Здесь очень много воспоминаний, девочки. Прокручивает у себя в мыслях вот картинку, вот постоянно у него что-то в голове вертится, вы знаете. Но считает, что здесь будет так, как вы решите. Ну, действий как таковых, девочки, я с его стороны не вижу. Будет также сидеть и любоваться вами, мечтать о вас, вспоминать былые прошлые моменты. Картинки у него постоянно прокручиваются перед глазами. Ну, хотя бы другом бы хотел вам быть, девочки. Конечно, хочет быть и защитником, и любовником, и все вот, что с этим, знаете, связано. Но пока он растерян. Он пока сам не знает, как действовать. Пока он действовать не будет. Будет прокручивать у себя в голове мысли всякие, но действий как таковых пока нет, девочки. Переходим ко второму варианту. Что ваш мужчина думает о вас? Ну, здесь колесница выпадает, девчонки. Считает, что нужно действовать. И вас воспринимает, знаете, такой батарейкой. Таким энерджайзером. Которая постоянно куда-то спешит. Что-то ей нужно, вся такая живчик, знаете. Не сидит ровно на попе. Вам постоянно что-то нужно делать. Вы все в делах. И в мыслях у него также действовать по отношению к вам, двигаться к вам. Что у тебя еще в мыслях? Ну, вы его притягиваете, конечно. Вы притягательны. Вы знаете, у него такая ревность аж до истерики доходит иной раз. Он считает, что вы только его, и все, и точка. Может скандалы закатывать. Может быть, вы его недавно тут как-то увидел где-то вас, или, может, услышал что-то, я не знаю. Ну, прям аж истерит внутри от ревности. Как-то вы отворачиваетесь от него, девочки. Считает, что вы холодные по отношению к нему. Вы его безумно маните, притягиваете, вы ему очень нравитесь здесь. Он ревнует, злится, но видит вас, будто вы уходите от него куда-то. Вы отворачиваетесь в другую сторону. А он хочет вас к себе, естественно, потому что он уже нырнул в вас глубоко, погружается, просто тонет в вас.
растерян. Он не знает, как ему действовать, он растерян. Как ему, на какой кобыле, извините за выражение, к вам подъехать, чтобы вы как-то отреагировали, что ли. Он не знает. Вы ему очень нравитесь, не знает, что делать. Так, что в чувствах у него к вам? Что в чувствах? Двоечка. Ох, как он злится, девчонки, он так ревнует вас, что вообще разодрал бы, вот честно. В чувствах он горит весь, он хочет ухаживать, он хочет с вами сблизиться. Ревнует, аж бесится. Может даже пугает вас. Подглядывает за вами, осторожничает. Знаете, так, подкрадывается к вам на цыпочках, чтобы вы не узнали, не увидели, не услышали. Ну, конечно, вы его тут притягиваете, знаете, по верховной жрице-то. Вы для него загадочная такая, непонятная, тайная. Вот он из-под тишка где-то и наблюдает за вами. Может, видит вас где-то общающейся с другими мужчинами. Ревнует, аж вот раздирает его эта ревность. Истерит, бесится. Внутри у него там все так кипит, бурлит, девчонки. Но он считает, что вы мужчинами управляете, просто вот крутите и вертите ими, как марионетками. Что вы красивая, вы очень красивая, а мужчины стоят и смотрят на вас. Многие хотели бы с вами отношений. Ну, поэтому и ревность, девчонки. Безумная ревность такая у него здесь к вам. Следит, девочки, тут. Хорошо, давайте посмотрим на его действия по отношению к вам. Как ты будешь действовать? Рассказывай. Ну, хотел бы действовать. Желание есть. Желание есть, знаете, такое. Причем по воздуху действовать как-то легко, ненавязчиво. Хотел бы. Так как действовать? Никак пока не буду действовать, говорит. Хотел бы, да не буду, не могу. Мечтать буду пока. Ну, потому что вы отворачиваетесь от него. Не смотрите в его сторону. Действий пока не будет. Буду, говорит, себя до ума доводить. Вот такие карты, знаете. Говорит, пока собой буду заниматься. Обижается он, обижается. Знаете, он такой ранимый человек. Ну, внутри все бурлит, кипит. Говорит, буду действовать, когда будет шанс. Если будет шанс. Если подвернется возможность. А пока, ну никак. Буду сидеть и мечтать. Так, это был у нас второй вариант. Двигаемся к третьему. Ой, ну он здесь вас видит такой, знаете. Ой, очень общительный. Что мужчины к вам толпами стоят. Очереди. Очереди просто из мужчин к вам. Что он думает о вас? Ну, во-первых, он вас ревнует. Потому что вы как-то можете и повернуться к нему, а потом так раз и отвернулись от него. Играете с ним. Злится, ревнует. Каким-то маленьким себя ощущает. Считает, что вы здесь главное, и вы рулите, вертите, крутите.
А он какой-то, ну, маленький. Может, мелко плавает, как-то, ну, не дорос. Не дотягивает до вашего уровня. Что еще он думает о вас? Ага. Но он хочет императором вашим быть, девочки. Он хочет быть главным мужчиной в вашей жизни. А потому что сердце вы его забрали. Поселились вы у него в мыслях, в чувствах, в сердце, в голове, в душе, да? Воспоминаний много, девочки. Если это новые отношения, то все равно как-то постоянно может прокручивать у себя картинку, как вы познакомились, как вы выглядите. Как-то вот все у него в мыслях, в голове это все крутится. Что он даже как-то побаивается вас. Побаивается своих чувств. Завладели вы его сердцем, умом, разумом, да? Побаивается этого всего. Страшно ему как-то. Он даже может обороняться иной раз. Что в чувствах у него к вам? Вы знаете, он с виду может холодным показаться довольно-таки. Может не демонстрировать ничего в открытую, не показывать, не говорить. Но на самом деле он очень такой ранимый человек. Знаете, с такой, с детской душой. Что он чувствует к вам? Ну, влюбленность есть, девочки. Чувство есть. Прийти хочет к вам. Может подглядывать где-то за вами, следить, ревновать. Израненный такой он уже, знаете. А вы такая манящая, притягательная, непонятная для него. У него не хватает информации о вас, может быть. Недостаточно. Хотел бы знать больше, намного больше. Но он погрузился в чувства. Вы его притягиваете, да, он тут считает, что вы им как-то играете. Вам нужно, вы к нему повернулись. Вам наскучило, отвернулись. Считает, как-то вы играете им и его чувствами. Ну, конечно, вы тут королева воды, девочки, вы здесь любимая женщина выпадаете, понимаете? Он король воздуха, такой, знаете, хранит видимость такого неприступного, невозмутимого человека. На самом деле он вас, ну, любит. Вы у него любимая женщина, он королева воды. Чувства есть, конечно. Еще и по дьяволу. Ну, подсел на вас, девчонки. Что еще в чувствах? Да, не хватает ему вас, девочки. Так и хочется, знаете, сказать, не хватает как воздуха, да? Мечтает о вас. Очень нравитесь вы ему. Да, чувства есть. Влюбленные. Но я не могу сказать здесь, что выбор, потому что, ну, никого тут нет. С кем выбор-то? Только вы у него тут везде крутитесь, да, и в голове, и в сердце. Любит. Скорее всего, и вы его любите, девочки. Здесь взаимное у вас. Стоит в сторонке, наблюдает пока что. Пока что наблюдает, никак не действует. Может проявлять какие-то попытки, знаете, так, слегонца подойти. Робкие такие. Но в открытую пока нет. Давайте посмотрим его действия. Хороший вариант, на самом деле. Какие действия у него будут? Иду, ревновать, говорит, буду. Истерить буду. Но он вас главной женщиной видит, девочки. Вы для него очень значимая такая, знаете.
Не просто мимо проходящая, не просто очередная там какая-то, знаете, влюбленность, интрижка легкая. Нет. Он считает вас очень значимой и такой, знаете, может даже кармической. Что не просто так вы с ним встретились. Здесь что-то серьезное должно быть. Ой, страшный суд, мир, дурак, зеркало. Да, девочки, вы тут для него кармическая. Такие старшие арканы прям пошли. И он себя императором мнит. А вы для него королева воды. Действия свои расскажи. Он здесь говорит, но какая вы для него важная, да? Действия. Как ты будешь действовать? Может, писать вам будет, девочки. Но то, что любоваться вами будет, это однозначно. Любоваться, подсматривать, следить, да? Может писать, начать вам. Может даже писать с каких-то несуществующих аккаунтов, с каких-то левых номеров. Что-то такое будет. Будет как-то потихонечку. Потому что, да, потихонечку будет действовать, потому что боится напором на вас. Считает, что вы испугаетесь и сбежите от него. Конечно, хотелось бы ему все это ускорить, быстро как-то все это сделать. Но будет пока потихоньку, полегоньку, по чуть-чуть. Подсматривать будет. Угу. Ну да, девочки, здесь быстрых таких рывков не ждите. Здесь будет такое, знаете, вяло текущее развитие отношений, ну потому что, да, он будет робко как-то к вам подступать, подходить, но боится вас спугнуть на самом деле. Он говорит, я боюсь объявиться и прям в лоб так заявить о своих чувствах, мыслях, да? Но чувства бурлят, кипят в нем, конечно. Причем чувство, знаете, его кидает из стороны в сторону, из крайности в крайность. То люблю, то ненавижу. То люблю, то ревную, то злюсь. Вот у него вся гамма чувств в нем присутствует. И мечтает. Мечты у него, мысли постоянно у нас. Ну, да, девочки, будет потихоньку, полегоньку действовать. Как-то робкие шажки будет предпринимать. Но следит за вами пристально. Такой у нас был с вами третий расклад.